Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда госпожа Сабиха слышит свое наказание, она говорит: «Если хочешь, можешь посадить меня в тюрьму, меня это устраивает, но не проси меня отказаться от дочери, потому что я этого не сделаю». Бэрон злится, потому что не хочет, чтобы вы приходили в этот особняк или встречались с Диланом. Когда Дилан со слезами на глазах говорит, что нам следует поговорить об этом позже, госпожа Сабиха уходит. Дилан спрашивает Бэрона: «Как ты мог принять такое решение, не спросив меня?» Когда Ферат говорит, что теперь, когда сестра Кадера узнала, пришло время объяснить это всем, он объясняет, что реакция Гэжи Гулязади может очень расстроить мою мать, я боюсь, что с ней что-то может случиться. Он говорит: «Если хочешь, твоя мама не должна здесь больше работать, мы все равно построим свой дом, и она сможет приехать и остаться с нами. Начнем с моей бабушки», — говорит он. Когда госпожа Сабиха выходит из двери особняка, госпожа Азади преграждает ей путь в саду. Когда госпожа Азади пытается запугать Гэжу Сабиху, она говорит: «Вы можете делать со мной все, что захотите, но если у моей дочери повредится прядь волос, я разрушу этот особняк на вашей голове». При этих словах госпожа Азади кричит: «Вы заберете свою дочь и уйдете отсюда». В это время Гюль и Ферат пришли объясниться с Гэжой Азади, и когда они увидели, что она спорит с Гэжой Сабихой, они сдались и убежали. Хасан приходит к Гэже Азади и отправляет ее внутрь. Леди Сабиха хватает Хасана за воротник и говорит: «Я не выдам вас при одном условии. Мисс Азади, если она причинит вред моей дочери, я разрушу этот особняк на вашей голове», и уходит. Дилан говорит: «Несмотря ни на что, она моя мать, ты не вправе навязывать такое навязывание, мы женаты, если нужно принимать решение, то мы примем его вместе». Я знаю, что я почувствовала, когда после столь долгих поисков мама узнала, что Сабиха – моя мать. Несмотря ни на что, если по ней будет принято решение, я его приму. Когда она говорит, что подумает над этим вопросом и примет решение, Баран хватает ее за руку и тянет, говоря, что я должен защитить тебя от этой опасной женщины. Дилан отвечает, что больше не причинит мне вреда. Джавахир начинает планировать ловушку, которую он устроит Барану. После того, что сказал Дилан, Бэрон очень злится и кричит: «Через что мы прошли из-за этой женщины? Я много раз разбивал тебе сердце из-за нее, эта женщина сделала меня не тем, кто я есть». Дилан подходит и держит тебя за руку: «Я тебя понимаю», они говорят друг другу, что им нужно делать, чтобы быть семьей, и Дилан выходит из комнаты. Пока Гюль и Ферат рассказывают Гэже Кадер, как они не смогли рассказать Гэже Азади, госпожа Азди сердито зовет Гэжу Кадер. Когда Ферат говорит Гюлю: «Думаю, ты кое-что знал об этой женщине Сабихе», Гюль отвечает: «Да», — сказала ему невеста. Когда Ферат спрашивает: «Почему ты мне не сказал?», он объясняет, что между нами это был секрет. Госпожа Сабиха рассказывает Хевину, что происходит в особняке. Затем, когда госпожа Сабиха звонит Дилану, Дилан не отвечает на телефонные звонки. Дилан приходит на кухню к Гюль и говорит, что очень сожалеет о случившемся и что вместо того, чтобы закрыть материнскую щель внутри нее, она словно создает ее еще больше. Затем она сообщает Бэрону, что решила какое-то время с ним не разговаривать, пока что-нибудь готовит. Гюль оправдывается работой и просит Дилана принести кофе. Пока Бэрон пытается поговорить с Диланом, Дилан пытается споткнуться. Пока Дилан уходит, господин Кудрет, Джихан и Ферат приходят поговорить о проблеме Сабихи. Они все вместе входят в учебную комнату. Джевдет оставляет Харуна и Ясмина одних в магазине, чтобы отвезти Цеврии на проверку. Когда Харун пытается научить Ясмин вытираться, Ясмин игнорирует его и злит Харуна. Когда Баран говорит, что не отдаст Сабиху полиции, Джихан возражает, злится и уходит из кабинета. Однако, сказав, что он не отпустит Сабиху Ханем, когда он говорит Ферату, что хочет доверять себе в этом вопросе, Ферат говорит: «Конечно, сын моего дяди, я тоже Коробей, я не оставлю тебя». 1.
В этот момент звонит телефон Барана, и новость приходит от Эркана, бывшего сотрудника Барана, который является кротом Джавахира. Пока Дилан думает у бассейна, Берон наблюдает за ним изнутри. Затем он зовет Гуля и просит принести Дилану шаль. Когда Гуль берет шаль и говорит, что ее прислал господин Баран, Дилан говорит, что если он так этого хочет, господин Баран должен принести ее сам. Когда Гуль приносит шаль Барану, Баран говорит: «Я слышал это», берет шаль и наматывает ее на плечи Дилана. Когда она отвечает: «Я не хочу, чтобы ты простудился и заболел», Дилан оставляет шаль и заходит внутрь, говоря: «Тогда я пойду внутрь». Внутри, когда перед ним появляется Джихан и говорит, что он наконец-то получил то, что хотел, Дилан злится и следует за ним, говоря, что мы семья, для него нормально упрекать меня, и он прав. Когда он приходит к Джихану и говорит: «Я не хочу, чтобы ты стал плохим, ссорись из-за меня со своим братом», Джихан говорит: «Мой брат все еще видит во мне ребенка». Когда Дилан говорит, что брат и сестра не могут расти так, как ребенок для родителей, Джихан говорит, что ты права, тетушка. Джавахир готовит план, согласно которому Баран убьет Джихана собственными руками. Дилан хочет прийти к Барану и попросить его отчитаться за то, что он сделал с Джиханом. Когда Берон сказал: «Это между мной и моим братом», Дилан был между мной и моей матерью. Они утверждают, что ты решаешь все, правильно это или неправильно. Господин Кудрет наблюдает за их спором издалека. Госпожа Сабиха до сих пор не может связаться с Диланом, и когда она узнает, что Баран прекратил деловое партнерство с Джавахиром, она думает, что Джавахир очень разозлится и причинит вред Барану. Ферат пошел за Эрканом, но не смог найти этого человека. Когда Джихан слышит это, он злится и спрашивает: «Разве я не отвечаю за своих охранников? Почему я не знаю, что происходит?» Несмотря на то, что Баран говорит: «Ты обидчивый, давай поговорим», Джихан идет в свою комнату и говорит: «Теперь я хочу, чтобы меня уважали, как Карабея, я не ребенок, я хочу взять на себя ответственность». Они говорят так, будто отношения Харуна и Ясмин постепенно улучшатся. Господин Кудрет зовет Дилана прогуляться вместе. Предварительно она дает совет по поводу брака с Бараном. Он произносит ту же речь Дилану и предупреждает его защищать свою любовь. Берон говорит своему отцу, что хотя он и хотел защитить Дилана, я не мог видеть его чувств и причинить ему боль. Дилан говорит, чтобы Берон не сделал, он сделал это, чтобы защитить меня. Я должен был объяснить, что произошло, и попросить о помощи. Господин Кудрет перечисляет советы, говоря: «Скажите ему то, что вы сказали мне». В обоих случаях не следует продолжать обижаться в любви, потому что жизнь слишком коротка. Когда Гуль спрашивает, стоит ли нам ждать, пока события утихнут, Ферат отвечает, что события не закончатся вместе с нами, если мы подождем еще, мы станем бабушками и дедушками. И Ферат решает, что на этом ужине они объявят всем, что женятся. Джавахир приходит в дом Сабихи Ханем с букетом цветов в руке. Когда госпожа Сабиха спрашивает, почему вы пришли, Джавахир поздравляет ее и говорит, что вас выбрали матерью года. Когда вы говорите: «Не волнуйся, я продолжу с того места, где ты остановился, и буду пытать Дилана и Барана», Сабиха пытается дать ему пощечину. Джавахир ловит ее руку в воздухе и говорит: «Это не так уж и много, но за эту поднятую руку придется заплатить». Он кладет принесенные цветы в вазу и уходит. Ясмин, которой не нравится меню, приготовленное Харуном, возражает, что должны быть более впечатляющие блюда, и они спорят. После выступления господина Кудрета Берон и Дилан предпринимают действия, чтобы поговорить друг с другом. Харун попросил у Ясмин пастуший салат, но когда Ясмин приготовила салат из киноа, спор возобновился. Дилан говорит, что Берон приготовил десерт, который ему нравится: «Давай больше не будем с тобой спорить, давай не расставаться, ты всегда будешь моим приоритетом, я не буду возражать против отъезда мамы, я всегда буду рядом с тобой». Берон говорит, что ты был прав, я должен был спросить тебя, мы должны были принять это решение вместе, мы можем действовать эгоистично, чтобы защитить наших близких.
Тогда в любви нет несправедливости. Дилан, я люблю тебя, и Дилан говорит ей, что любит ее, и они обнимают ее. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.